Привет. А, Сегодня я хочу рассказать вам про EDM максимально, как можно больше тем осветить, всех таких тонкостей, моментов, которые могут возникнуть, там, не знаю, ну, может быть, лайфхаки по-своему, но, скорее всего, это просто а, элементы, к которыми, конечно, нужно привыкнуть со временем, но, как говорится, предупрежден, значит вооружен, поэтому что-то озвучу сейчас, что-то, возможно, по ходу. Видос будет достаточно большой, поэтому я его разделю, наверное, постараюсь на получасовые, на две-три части, может даже 4. Ну, не знаю. В этом видео, как самый первый познавательный, мы пройдемся по, ну, больше, скажем так, по бла-бла-бла, информационной части, по организации и так далее. Итак, первое, что у нас есть. Всегда, когда стартует EDM, у нас вот здесь вот, ну, как многие уже, наверное, привыкли, да, появляется информация о том, что скоро стартует завоевание судного дня. Вот. Разница в чем между ДД и EDM? Ну, буду немножко сравнивать, потому что в основном всегда, ну, не в основном, а всегда начинается первое это в Штатах ДД, а потом уже EDM идут. Вот, и что основное здесь? Если ДД здесь стартует за пару дней, да, информация появляется. То есть день-два и начинается с понедельника, ну, обычно, да, там в субботу на сбросе в 5 утра по МСК. Появляется информация, что начинается ДД, то в EDM немножко по-другому. Она появляется за неделю. Вот. И в этот период лидеры Альянса, ну или там R5 и может какой-то R4, не помню, может инспектора, они должны зайти в завоевание судного дня, и там будет кнопочка регистрации. Все остальные игроки могут зайти и почитать информацию про EDM, там есть все эти необходимые вспомогательные кнопочки, посмотреть награды там и так далее, потому что, ну, разница есть. У нас было 3 EDM, а сейчас у нас EDM Expansion или экспансия. До этого был Dissidia, и до этого первый был Fraction или Fraction, что такое, не помню. Короче, фракционный EDM. Вот, поэтому, ну, если последние два особо не отличались большой разницей в наградах и в том, что как их получить, то первый, конечно, был такой более познавательный, наверное, попроще и интересный довольно-таки. Ну, во всяком случае, мне он больше понравился. Дальше объясню почему. Постараюсь. Итак, кнопочка будет там регистрация. То есть лидер альянса заходит за неделю, там 2 или 3 дня дается, как только начинается появляться оповещение, дается время на регистрацию. Что это означает? Это означает, что лидер альянса должен нажать кнопку «Это зарегистрироваться». И все те игроки, все те базы, которые находятся в этот момент в альянсе, они попадают в свою, там, в свою рулетку у разработчиков, и они будут заброшены в какую-то карту демо. Почему это важно? Потому что, во-первых, эти базы будут все на одной карте, во-вторых, они будут все в одной зоне. Карта большая, и, соответственно, это важно, ну, чтобы базы были все в одной зоне, чтобы играть вместе вообще с самого начала. Те игроки, которые зайдут в Альянс до того, точнее не до того, после того, как лидеры Альянса нажмут регистрацию, они уже не попадут на одну карту и вместе с Альянсом. То есть, ну, как говорится, те, кто не успел, кто опоздал, они будут в Альянсе, да, они будут играть, но они, скорее всего, будут либо на другой карте, либо на еще где-то. Ну, в любом случае у них будет EDM, но уже не вместе. Поэтому тут уже на самом деле не важно, в каком альянсе вы состоите. Вы можете зайти, попасть на период регистрации в какой-то альянс, а потом выйти и пойти, не знаю, там к себе в другой альянс, домашний там или еще что-то. Ну, то есть можно вот таким вот образом. Ну, естественно, ограничение это 100 человек альянс. Многие так делают, да, то есть как бы даже не то, что там объединяют альянсы, а просто заходят, ну, естественно, по договоренности предупреждают лидеров, чтобы они не нажали кнопку регистрации до этого. Вот, заходят ребята и, соответственно, лидер нажимает регистрацию, альянс проходит регистрацию, дальше ребята могут выйти из альянса и зайти в свой, обратно домой, а в Эдеме они будут все равно вместе, там, где они регистрировались.
Вот, те, кто не регистрируется или не попал в этот момент, или база была без альянса и так далее, у них все равно будет эдем, но у них, скорее всего, будет там карта непонятно где. Они могут попасть либо с альянсами, либо там создается отдельная там карта типа сборных солянок, там где всякие, не знаю, там базы без альянсов или, не знаю, может быть, там маленький альянс, там где там 2, 3, 5 игроков. Вот, поэтому, ну, я в такой карте, честно говоря, еще не был, но можно попробовать. Вот. Они уже там, соответственно, сами по себе, и, ну, самим играть в одиночку в Эдеме — это безумно глупо, это, ну, тупо на самом деле, реально тупо. Так нельзя. Итак, это мы прошли. Дальше, что у нас идет по организационным моментам по Эдему? Все базы, когда Эдем начинается. Во-первых, давайте начнем с того, что Эдем — это отдельная карта. То есть, ну, вот сейчас моя база в Эдеме, да, то есть она выглядит примерно вот так. Я могу в любой момент выйти обратно из Эдема в штат, либо в любой момент выйти из штата и зайти в Эдем. Ну, как в любой момент. Если это делать, ну, постоянно, вот прямо сейчас мне вернуться в штат и зайти обратно в Эдем, я уже не смогу. Там идет перезарядка или штраф 10 минут. Ну, то есть нужно 10 минут подождать, чтобы можно было вернуться. То есть быстро побегать туда-сюда не получится. А так, да, в любой момент, то есть 10 минут прошло, опять можно зайти в Эдем, 10 минут прошло, опять можно зайти в штат. И так делать регулярно. База, когда находится в штате, она будет под куполом, точно так же, как если бы она была в другом штате при ДД. Соответственно, ее никто в штате атаковать не может. Можно все, не знаю, сколько там, 45-50 дней Эдема просидеть здесь и в штат не выходить, и ничего как бы вам не будет. Даже щиты можете не использовать. Вот, это такой момент по поводу всех этих. Дальше идем. После того, как начинается Эдем, вы в него заходите. Все базы появляются на песке. Это примерно, ну, край карты. Здесь все аналогично карте штата, да, ну, примерно все появляются вот здесь. Ну, кому-то повезет, появится на светлой зелени возле песка, так, то есть альянс будет где-то здесь. Ну и, соответственно, и другие альянсы, сколько кто попадет с нами, тоже. То есть вот эта вот зона, видите, она такая более жирно выделена. Вот. Это, соответственно, карта делится на эти зоны. То есть одна зона, да, вот видите, вторая зона, то есть там третья, там и так далее. Вот. Это важно. Почему? Потому что вот это вот, все вот эти вот там полосочки, которые вы видите, да, это все рельефы. То есть на этой карте уже есть рельефы. Это могут быть горы, это может быть река небольшая, это может быть, ну, не знаю, более широкие горы, возможно. Там, то есть там два разных вида ландшафта. Вот где более жирные, это такие непроходимые горы, а где, видите, вот более тоненькие, ну, вот такого плана, видите, да, вот идет. Там вот еще тоньше. Там могут быть реки, либо небольшие горные ландшафты. Почему небольшие? Потому что их, в принципе, где-то, возможно, можно обойти. То есть, скажем так, не напрямую, а в обход. Почему это важно? Потому что, ну, с целью продвижения ближе вглубь карты, да, к центру мира, то есть к грязи, так сказать, уже немножко дальше зайду, нужно будет продвигаться по карте. И, соответственно, по карте нужно будет, ну, проходить либо горы, либо реки, и там есть мосты, либо ворота, да, вот, допустим. И, соответственно, их нужно будет захватывать по пути. Они тоже как бы состоят из плитки, из одной. К ней нужно подвести плитку и захватить. После этого плитка там с воротами или с мостом станет ваша, и можно будет дальше двигаться. Вот. Но это немножко я сейчас забегу, дальше вперед расскажу. Ну и, соответственно, по карте, вот сейчас я немножко увеличу, да, то есть появятся все вот эти вот, видите, как много их разноцветных. Это вот все вот эти вот всевозможные мосты, ворота, есть даже города небольшие, да, то есть, ну как небольшие, они просто по размеру-то больше, есть там больше плиток. Вот, их тоже нужно будет захватывать. Вот эти вот большие, там, это столицы, ну, это будет тема отдельного видео, там, где будут задачи и награды. Вот, их нужно захватывать. Вот они все на карте. Видите, их очень много. Вот, и это самое основное, что, в принципе, нужно делать в Эдеме. Захватывать эти структуры. То есть здесь уже более идет такая и тактическая война, и, соответственно, много нюансов. Ну и, соответственно, вот видите, фиолетовые такие треугольники, конусные, или как их правильно назвать, объемные, не знаю.
Это базы. Базы в данный момент это базы моего альянса, да. То есть, в принципе, видите, они тут в разных у нас местах находятся. Дальше, что самое основное? Когда появляется база, ну вот видите, да, то есть рельеф, горы, реки. Вот почему я говорил небольшие горы. Видите, здесь плитками, в принципе, можно пройти. Потому что напрямую пройти у вас не получится. Это непроходимый рельеф, то есть плитку вы здесь не возьмете. Соответственно, ну, никак. Ну, то есть, ну, может, где-то можно и реку перейти. А если нет, то нужно искать мост. Не знаю, тут покажется, да, вот видите мост, допустим. Вот. Вот здесь вот, если там повести плиткой, захватить мост и пойти дальше, то пройти можно. Либо искать обход. Вот. Теперь организация. В Эдеме все альянсы, базы, которые приходят, они формируются в гильдии. Принцип один и тот же, да, то есть создается гильдия, она создается бесплатно, вот у нас кнопочку вы видите, это гильдия. Вот, и, соответственно, вы вступаете в гильдию, то есть вы можете находиться в одном альянсе, гильдия у вас будет другая. В принципе, это несложно понять, вот я вам сейчас любую базу покажу, вот, не нашу, допустим, можно и нашу, вот, к примеру. Вот, видите, да, первый это альянс, в котором находится игрок. Можно, соответственно, посмотреть, да, 956 штат. Вот. И, соответственно, ниже строчка это гильдия, в которой он находится. Вот. Соответственно, ну, обычно лидер альянса создает гильдию с созвучным названием с альянсом. Вот. Ну, а всех игроков в альянсе пишет, чтобы туда вступали и, соответственно, играли уже вместе. Вот. В чем особенности гильдии и кардинальные отличия от альянса? Первая особенность – это гильдия может иметь свой уровень. Ну, не может она иметь свой уровень, и максимально у нее 50-й. Что это означает? При создании гильдии имеет уровень 1 или 0, какой там, не помню. Вот, и, соответственно, при прокачке гильдии с каждым новым уровнем прибавляется плюс 2 свободных места в альянсе. Вот. Соответственно, видите, сейчас у нас гильдия 50 уровня, это максимум, и у нас количество людей 200 из 200. То есть, да, понимаете, альянс вмещает максимум 100, гильдия вмещает максимум 200 игроков. Ну, колоссальная разница, в 2 раза больше. Прокачивается гильдия очень просто, ничего особого не нужно делать, просто заниматься активностью, да, то есть там захватывать структуры на карте, брать плитки, развивать базу, ну, как в обычном ДД. Вот, и, соответственно, она будет прокачиваться. Также здесь есть возможность сделать вклады. То есть вам уже не нужно будет там собирать камень, донатить камень. Он будет немножко нужен для другого, сейчас расскажу. Но уже так вот кардинально там закидывать камень в альянс или еще что нет. Все это в этот момент после ДД заканчивается. Уже ничего этого делать не нужно. Камень будет нужен для другого, и его, в принципе, за головой хватает. Вклады можно делать в гильдию, но они делаются нашим, ну, как видите, образцом вируса. Вот, и, соответственно, ну, можно жертвовать поначалу, когда гильдия там первого уровня, там, ну, до 10, может, до 20, это вещь полезная. Да, потому что побыстрее поднять уровень гильдии, забрать больше ребят к себе, быстрее еще развиваться, ну, думаю, понимаете, здесь все просто. Вот, 100 человек будут быстрее, ну, точнее, не так быстро развивать гильдию, как, допустим, уже 120 или 150, они быстрее сделают 50 уровень, ну и, соответственно, поднимут уровень гильдии, и больше игроков захочет к вам зайти. Вот. Можно жертвовать вот этот вот образец вируса, вот, допустим, сейчас, да, видите, там 139 тысяч у меня есть, я могу его закинуть, я получу 278 очков опыта. Вот. Ну, в личном отчете это вообще понты, на самом деле. То есть, как бы я сюда и миллионы вкидывал, а по личным очкам это фигня, но я как бы это в наградах уже расскажу. Вот, поэтому, ну, вот так можно. Но не забывайте, что если вы такой вклад делаете, то вам нужно либо много данных образцов, либо вы, ну, жертвуете своим развитием, потому что вы иммунитет не повышаете. В принципе, более важно, конечно, повышать иммунитет.
Поэтому здесь не панацея того, что только так нужно. В идеале, наверное, было бы лучше, если бы вы быстрее начали брать там плитки 12, 14, 15 и набрали их там кучу, и, соответственно, этим вы бы подняли тоже уровень гильдии, потому что это активность, которая намного лучше. Ну, не суть, она есть вот такого вот плана. Я сейчас в основном буду вот в теории проходить, наверное. Дальше что у нас идет? Ну, информация о гильдии, понятно, руководители могут написать, вот, если нужно. Ну, структура, либо члены, либо те, кто в гильдии находится. Принцип тот же R5, R1, R2, R3, R4, да, видите? То есть тут можно назначать. Разницы конкретно большой здесь в этом нет. Ну, разве что R4 могут, да, кого-нибудь кикнуть или принять в гильдию и поставить метки на карте. Ну, все. То есть это больше ничего. Ну и, соответственно, ранг R2 и выше может видеть на карте всех. Вот, а другие не могут. Ну, в принципе, как и в любом варианте. Дальше, что у нас еще? У нас вот недавно было обновление, появилась группа гильдий. Гильдии, точнее. Что это означает? Так как человек 200, не всегда удобно руководить, тем более, да, у всех там разное время, в которое они играют, разное время, часовой пояс. Соответственно, разные альянсы заходят, да, может быть там один альянс 100 человек, еще один альянс 100, а может быть один альянс 100, другой 20, третий 50 активных ребят зашло. Вот, и, соответственно, ну, сложно всеми руководить, поэтому разработчики нам добавили гильдии, господи, группы, видите, да? Тут сейчас дохренище сделали команд. Ну, в идеале обычно мы играем, у нас 3 команды, 3-4. Ну, то есть активный альянс зашел, им отдельно сделали группу. Это проще руководить, говорю сразу, тем, кто будет этим заниматься. То есть они ставят метки на карте, допустим, группа 1 идет туда, группа 2 идет туда, группа 3 здесь, 4, 5 и так далее. Плюс к этому всему тот человек, который находится в группе в какой-либо, ну, у меня, да, команда 1, то есть, соответственно, у нас отдельный чат. У нас есть еще отдельный чат. Вот здесь. Сейчас покажу. Вот он, видите? То есть, что у вас будет? У вас будет чат района. Точно так же, как в штате, только это именно чат общий для всей карты, для Эдема. То есть, все, кто у вас находится на одной карте, вы там можете общаться. Альянса, чат никуда не девается. Чат гильдии. То есть, все игроки в гильдии могут там писать и общаться. И группа. То есть тут только те, кто там R5, R4 распределил игроков по группам. Вот, и мы можем здесь, соответственно, общаться. Вот. Это что касается, ну, скажем так, организации в первую очередь. Так, идем дальше. Ну, здесь, я думаю, в принципе, все понятно, да, то есть, как бы, количество, да, всего войск, ну, то есть, это БМ гильдии, так же, как и БМ Альянса. У нас, видите, он 22 почти с половиной миллиарда. Вот. Захвачено всего это наши очки, то, сколько мы заработали в ДМе, наша гильдия, вот, показывается. Ну и показывается общее количество захваченных структур в ДМе. И регион, район карты, в котором мы находимся. Видите, здесь очень важно находиться в одном регионе, в одном месте, потому что, ну, у вас могут быть союзники, да, но они могут, ну, друзья, там, не знаю, из других альянсов, других штатов. Они могут быть на той стороне карты, допустим, и, ну, маловероятно, что вы с ними вместе поиграете. Ну, это сложно, но может быть, да, конечно. Объединения такие тоже есть. Я вам сейчас объясню, как это работает. Дальше у нас есть кнопка здесь. Сейчас тут закончим уже тогда. Вклад в гильдию. То есть это, как обычно, вклад в альянс. Да, то есть вы заходите, смотрите общий вклад. Да, допустим, кто что, сколько сделал очков, вложил. И в неделю. Вот. Ну, ничего нового. Точно так же, как и в ДТ, нужно сделать минимум 10 тысяч очков, чтобы получить награды. Ну, как бы, если гильдия очень активная, ну, даже не очень, ну, как бы, ну, претендует обычно, вот мы, я не знаю, сколько мы там играли, у нас обычно награды за топ-3 были. Ну, здесь по-другому я расскажу. То есть, к чему я веду? Те игроки, которые слабые, ну, в плане того, что они там не делают очки, они там менее активные, они там редко заходят, такие в гильдии не держат. Говорю сразу.
Они либо просто сидят где-то на песке и сидят без наград, ну, то есть я покажу там награды, какие можно получить без активности, там в гильдии можно, их немного. А те, кто реально активные, ну, вот их в гильдии оставляют, и ребята играют. Ну, тут уже как получится. То есть, либо вы зайдете к кому-то в гильдию, и там уже будете как-то играть, либо вы создаете свою. Но обычно это должен быть у вас изначально сильный альянс, чтобы вы также сделали, ну, активный, и не просто там по БМу, а сильный, чтобы у вас там человек, не знаю, там может быть 60-80 было активных. Вот вы, соответственно, все войдете в одну гильдию, и ну, к вам будет больше шансов, что к вам кто-то еще присоединится, может быть, менее активный, точнее, альянс, или более слабее ребята. Ну, количеством вы уже будете брать. Вот. И, соответственно, ну, дальше уже как получится играть, в зависимости от того, кто с вами еще будет на карте. Ну, письмо всем это R4 и R5 могут отправлять. Точно так же, как и в Альянсе, можно письмо сделать на всех, кто у вас состоит в гильдии. Потому что в альянс это альянсом, да, у вас там 100 человек, а в гильдии у вас могут быть другие альянсы, и, соответственно, на всех тоже нужно написать. Вот поэтому можно написать список гильдий. Ну, выйти из гильдии, я думаю, понятно. Список гильдий — это все гильдии наши в районе. Вот их очки и регион, в котором они находятся, да. Ну, то есть топы, их очки, их район. Ну, допустим, да, ну вот мы сейчас. Неважно, что у нас сейчас 5 место, у нас награды будут за топ-3. Я расскажу, здесь награды немножко идут по-другому. Как видите, да, 2 и 3 место, у них одинаково очков по 1205. А здесь немножко по-другому награды распределяются, поэтому топы получат свою награду за топ-1, 2-3 место получат награду за топ-2, и с 4 по 7 получат награды за топ-3. Но все остальное это уже как получится. Скорее всего, ничего не получится. Но о наградах я буду в другом видео рассказывать. Итак, еще один немаловажный момент. Пока у нас еще время есть, да, 22 минуты. Немаловажный момент. За 3 демо, за 3 разных демо у меня 2 основы в разных штатах. Вот, и одна, скажем так, или 2 там запасных. Вот. Ну, грубо говоря, у меня 3 базы в 2 разных штатах и в 3 разных альянсах, как бы это смешно не звучало. Но к чему я веду? Еще ни разу у меня такого не было, чтобы 2 альянса из одного штата попали на одну карту. Не было и, скорее всего, не будет. Не увидел я такого, чтобы даже сколько я играл, да, я встречал другие штаты, другие альянсы, мы с ними играли вместе в ДД, мы с ними общались. Тоже, не знаю, союзы, сделки заключали в ДД. То есть, как бы здесь это продолжалось. Ни разу я не увидел, чтобы из одного альянса, из одного штата 2 альянса были в одной карте. Поэтому здесь уже нет смысла рассчитывать на своих союзников по штату. У них будет свой дем, скорее всего, своя карта. Там будут совсем другие штаты. Кто-то с ДД, которые когда-то виделись, кто-то нет. Ну и все. То есть, как бы, китайские штаты у нас здесь, альянс, постоянно, ну и штаты тоже. Вот наши топы, да, ЭДВК, допустим, я их уже встречаю все 3 демо. Все 3 демо, они у нас топ. Ну, они у нас супер донатеры. Это, наверное, в нашем диапазоне это самые дорогие китайцы, так сказать. У них очень много влияния. Ну, у них там и альянс на 20 лимонов, миллиардов. Только альянс, 100 человек. А гильдия там и подавно 27 лярдов. И это их 186 игроков всего, а не 200. Сюда еще добавить, там будут все 30. Ну, понятное дело, топ. И это Китай. Ну, вот нам, не знаю, может повезло, может нет, но они объективные. Как бы мы их не трогаем, они не трогают нас, и при этом как бы они не хапают все подряд, не дают всем остальным гильдиям получить топ-3 награды. Не забирают у них ничего. Хотя могли забрать всю карту и всех оставить без наград. Но они этого не делают. За что им респект. Вот, поэтому, имейте в виду. Дальше, что еще идет у нас важное? По поводу районов. Смотрите. Вот, допустим, наша гильдия, наш альянс. Мы были здесь. Мы здесь появлялись. Все другие альянсы, обычно их там
5-6, наверное. Ну, есть сильные, есть слабее, сильнее, в зависимости от того, в каком вы альянсе будете. Да, вот тоже были где-то с нами. Вот все эти ребята, которые здесь находятся, они могут вступать в гильдии, которые тоже здесь находятся. Если, допустим, гильдия вот здесь, ну, ваших знакомых, допустим, да, в другом районе, то вы туда вступить не сможете. Вы ее будете видеть в списках, что она в другом регионе, и что туда вход воспрещен. Поэтому, допустим, если у вас есть хорошие друзья, с которыми можно объединиться, они находятся здесь, а вы находитесь в лучшем случае это в этом районе, да, то когда вот здесь вот откроются врата, ну, возможность проходить через них, нужно, чтобы вы, либо ваши союзники через них прошли, кто-то из вас, и захватил какую-нибудь структуру, ну, или город на вашем регионе. Тогда тот, кто захватил, он появится в списках для гильдии как возможность вступить. Клуб сказал, ну, сорян. То есть, если вы зашли в чужой регион, взяли там одно строение, то ваша гильдия будет доступна для того региона, куда вы зашли, чтобы к вам ребята могли вступить. Только так. Ну, либо вы встретитесь, допустим, где-то в центре, ближе к центру, допустим, да, там в каком-то районе. Если ваши союзники находятся здесь, то вам придется как-то прилично протопать. Либо тут, либо тут, либо тут. И все. Только так. Ну, и они могут, конечно, к вам идти навстречу. Но это маловероятно, потому что те гильдии, которые будут находиться здесь, они могут быть не рады тому, что вы там захотите протопать. И поэтому вам просто могут не дать этого сделать. Поэтому я говорю, что если вы даже здесь с какими-то друзьями будете, другими альянсами из других штатов, это еще не дает вам гарантии, что вы будете даже с ними играть вместе в одной гильдии или в одном эдеме. Все очень и очень непросто. К примеру, наши ребята здесь, ну, допустим, сейчас покажу, где у нас вот тут наши китайские ребята. АКУ. У нас с ними долгий опыт, но неважно, тут история другая. Мы с ними в прошлом эдеме мы с ними были тоже в одном регионе, в этом альянсе из 8-9 штатов. Мы были тоже в одном регионе, и мы были в одной гильдии, мы к ним заходили. У них активный альянс, там человек 100 и сильный довольно-таки, и у нас примерно так же. То есть два альянса объединились, все, у нас больше там никого не было. Вдвоем создали хорошую гильдию, ну и тоже взяли топ-3. А вот сейчас мы как бы тоже с ними появились и тоже в одном регионе, поэтому нам на самом деле в какой-то степени сразу же повезло, потому что мы понимали, что нам с ними воевать не придется, они с нами воевать не будут. Мы сразу, грубо говоря, пожали друг другу руки, мы решили не объединяться, они тоже, то есть как бы к нам пришли другие ребята, к ним тоже, и, соответственно, ну, мы здесь вдвоем в регионе царим, к нам никто не зайдет, даже если кто-то рыпнется на них, то есть мы придем, если рыпнутся на нас, придут они. Вот, поэтому здесь, ну, скажем так, вот видите, это уже именно политика, дипломатия. Вот. Поэтому то, как вам повезет, кто будет рядом, от этого и нужно плясать. Либо вы будете кому-то вступать в гильдию, либо к вам. И пытаться вы будете создавать, общаясь с другими там гильдиями, ребятами, руководством. Вот, и как-то решать все эти моменты, кто какие места займет. Потому что у нас, ну, довольно-таки нормально играется EDM, что в этом штате, что сейчас в другом штате, ну, то есть как бы места поделены, да, то есть там топы поделили, вот вы возьмете это, у вас будет столько очков, у вас столько, вы такие награды, мы такие, все, они, как бы мы вас не трогаем, вы нас не трогаете, всех все устраивает, окей, кого не устраивает, ну, давайте попробуем повоевать. Вот обычно тех, кого не устраивает, могут попробовать, конечно, у кого-то там что-то забрать, но обычно там все смотрят и так по силе понимают, а сможем ли мы их осилить или нет. Вот, но может быть и такое, что у вас будет гильдия просто, ну, скажем так, с какими-нибудь, ну, может быть, не очень приятными ребятами, которые будут вам мешать просто играть, им будет по барабану. Может быть, вы попадете вместе с топами на один регион. Вот, ну, тогда нужно будет как-то дружить, общаться, и иначе вообще будем без наград. Ну, награды я расскажу отдельно.
Вот, это что у нас, ну, касается такого организационных, наверное, моментов. Видите, я особо тут ничего вам еще не показывал. Поэтому время как раз 30 минут подходит. Это была такая, ну, скажем, вводная часть про EDM первая. Дальше я уже вам сейчас расскажу про остальные моменты. Вот. Поэтому смотрим уже в другие видосы. Всем счастливо, всем удачи.